Вот такой УАЗ мы ждали. Начат выпуск русского внедорожника с 2-литровым дизелем, 8-ступенчатым автоматой, рамой и блокировками. Деньги выделены, работа идет. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Независимая подвеска, блокировки передней и задней оси, понижайка, клиренс 215 мм, тяговитый дизельный двигатель и классический автомат. Согласитесь, это солидный набор для настоящего рамного внедорожника. Такой автомобиль уже начали выпускать в России. Для этого отечественному автопредприятию пришлось заняться изготовлением новой оснастки, перенастроить конвейер и оборудовать дополнительные участки производства. Все ради того, чтобы создать в стране достойного заменителя Toyota Land Cruiser и вытеснить на рынке китайский танк 500. Ну что, именно такой УАЗ вы ждали и хотели увидеть на конвейере? На самом деле, Ульяновский завод в последнее время начал предпринимать хоть какие-то шаги для модернизации своей продукции и укрепления позиций на рынке. Новый Патриот, который уже обещали, действительно может стать неплохим внедорожником за предложенную цену. Блокировки, понижайки, а в скором времени и дизель в паре с 6-ступенчатой механикой. Возможно, чуть позже внедорожник оснастят и автоматом, и тогда от российской машины останутся разве что ржавеющий металл да фирменное качество сборки. Конечно же, все это было бы прекрасно, если бы речь шла об обновленном УАЗ Патриоте, который вот-вот должен появиться. Однако у новой модели с УАЗом нет ничего общего. Сейчас мы расскажем о последних новинках отечественного автопрома. От УАЗ Патриота нового поколения до умных технологий, которые делают вождение безопаснее и удобнее. Но знаете, что объединяет все эти инновации? Данные. Огромные массивы данных, которые анализируются, чтобы создавать более умные, экономичные и безопасные автомобили. И вот тут возникает интересный момент. Если вы когда-нибудь задумывались, как данные помогают автомобилям думать и чувствовать дорогу, то возможно вам будет интересно узнать, как эти данные анализируются. И если вам интересно, как это работает, то возможно вам стоит попробовать себя в профессии аналитика данных. Онлайн-сервис цифровых профессий Яндекс.Практикум предлагает бесплатный 2-часовой курс, который поможет вам разобраться в мире анализа данных. На этом курсе вы узнаете, какие профессии существуют в этой сфере, какие навыки нужны аналитикам и как выглядит их рабочий день. Если вы хотите сменить профессию или просто хотите понять, подходит ли вам работа с данными, этот курс – идеальная возможность. Вы сможете познакомиться с историями людей, которые уже работают в этой сфере, узнать, сколько зарабатывают аналитики и с какими задачами они сталкиваются. Курс доступен в любое время, и вы можете пройти его в удобном для вас темпе. А если вам понадобится, у каждой из 6 профессий в области анализа данных есть бесплатная вводная часть курса. После этого вы можете перейти на платное обучение с поддержкой опытных наставников и даже получить помощь в трудоустройстве. Тысячи студентов Яндекс.Практикума уже освоили новую профессию и успешно работают в ведущих компаниях. Ознакомьтесь с отзывами и начните свой путь в анализе данных уже сегодня. Отсканируйте QR-код на экране или перейдите по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатный курс и выбрать профессию, которая вам по душе. Давайте разберемся подробнее, что за русский внедорожник нам подготовили. Замена прадику и танку. Калининградский завод «Автотор» объявил о запуске в производство нового внедорожника. А в духе последних лет все, что теперь производится в России, автоматически становится российским. Новинку уже поспешили назвать заменой всем популярным внедорожникам, которые ранее продавались в нашей стране. Но на мой взгляд, это скорее альтернатива Патриоту. Секретов происхождения автомобиля нет. Внешне он напоминает одновременно и крузак, и джип. Китайские дизайнеры, как всегда, постарались сделать так, чтобы машина выглядела похожей на все сразу. Пришло время раскрыть карты. Перед нами байк BG60. Внедорожник, имеющий габариты 5040 мм в длину, 1955 мм в ширину и 1925 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. По размерам он действительно близок к Toyota Land Cruiser и Tank 500, но по своей технической начинке
начинки ближе к Haval H9. Кстати, Автотор уже давно выпускает модель более бюджетного сегмента Bike BG40. Новый внедорожник же ориентирован на премиальный класс. Но давайте оставим в стороне дизайн и оснащение, куда важнее, что у него под капотом. А здесь у нас стоит все тот же 2-литровый турбодизель, что и у BG40. Это рядная четверка мощностью 163 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В основе двигателя чугунный блок, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ и классический ременной привод ГРМ. Судя по конструкции, мотор достаточно надежен. Заявленный ресурс до капитального ремонта составляет около 300 тысяч километров, а при должном обслуживании он вероятно способен пройти и более. В паре с дизелем работает классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Также упоминается, что в силовой установке используется технология мягкого гибрида с электромотором, выполняющим функцию стартер-генератора. Однако подтвержденные данные о наличии этой системы у дизельной версии пока отсутствуют. Для бездорожья предусмотрены блокировки передней и задней оси, понижающая передача и внушительный дорожный просвет в 215 мм. Но есть важный нюанс. Система полного привода реализована по схеме Part-Time. Это означает, что никакой муфты тут нет. Передний привод подключается жестко, а при обычных условиях машина остается заднеприводной. В арсенале 9 внедорожных режимов, а также независимая подвеска. Огромный плюс модели – вместительный багажник объемом более 970 литров. В Китае BG60 предлагается как в 5-местной, так и в 7-местной компоновке, что безусловно является преимуществом. По оснащению все как у типичного современного китайца. Есть буквально все и даже больше. Радует наличие физических кнопок управления климатом и мультируля. Но в остальном обилие кожзаменителя и опции, которыми вряд ли кто-нибудь будет пользоваться. Нужен ли нам такой УАЗ? Раз уж мы заговорили о сравнении с отечественным внедорожником, стоит подвести итоги. В последние годы ожидания от российского автопрома заметно возросли. Очевидно, что его модернизация необходима, но если УАЗ и соберется выпускать что-то подобное, то вряд ли это будет востребовано среди основной аудитории. Патриоту не нужны премиальные навороты, ему важнее надежность, ресурс и качество сборки. Именно этого ждут от ульяновского завода. Так что, по моему мнению, лучше продолжать делать Хантер, Буханку и Патриот, но просто поднять качество производства. Что касается Bike BG60, то как внедорожник он возможно и неплох. Но сможет ли он заменить Land Cruiser и Tank 500? Во-первых, сам бренд Bike не слишком популярен в России, хотя автомобили под этой маркой выпускаются у нас уже несколько лет. Во-вторых, остаются вопросы по запчастям и качеству сборки на Автоторе. Уже сейчас владельцы автомобилей Bike жалуются на проблемы, и с BG60 ситуация вряд ли станет иной. В-третьих, цена. Это вечный камень преткновения для новичков на российском рынке. Заявленная стоимость Bike BG60 около 5 миллионов рублей. Для сравнения, такую же модель можно привезти из Китая, но с бензиновым двигателем на 256 лошадиных сил за 6 миллионов. Ну что, готовы взять этот новый русский внедорожник? К слову, Haval H9, который по характеристикам ближе к BG60, стоит дешевле, а сама марка уже хорошо известна в России. Своего ничего не можем придумать, позор. Шильдики только клеим, и то сделанные в Китае. Вы не поверите, но людей интересует качество металла, практичность узлов и деталей, надежность и ремонтопригодность автомобиля. Нам не нужен планшет на колесах. Напишите в комментариях, а какой автомобиль вы ждете. Ну и обещанная мною шутка. Вчера поссорился со своей девушкой и пошел спать к себе домой. Там узнал, что соседи купили пианино. Иду мириться.